Насрудин, привет. Какими судьбами в Нью-Йорке? Здорово. Пришел поддержать одноклубника, друга, который будет драться в ПФЛ. Мустафу. Мустафа Диакате. Я слышал от коллег, что это прям монстр, и что в ПФЛ на него прям огромную ставку делают. Да, Это так? очень хорош, очень сильный. Мы не раз спарринговали вместе. Ментально, физическая сила. Все есть, чтобы прогрессировать и идти вверх в ММА. Ты сказал, что вы спарринговали, ты в 185 выступаешь, он выступает в 205. На фоне спаррингов с ним, я не видел ни одного его боя, но слышал, что у него высокий уровень, не задумывался о том, чтобы тебе тоже перейти. Как чувствуешь на фоне спаррингов с такими ребятами, что ты можешь потянуть другую весовую? Да, конечно, физически не уступаю. Даже когда борюсь там тяжеловесами, нормально. Я вешу 91, 84 уже у меня незаконченное дело. Это пояс, а потом уже посмотрим. О поясе мы еще поговорим. Еще один француз в новом промоушене, Саладин Парнас. Я был в ЛА на его бою в MVP. Еще один монстр. Знакомы ли вы? Да, конечно, хорошо знакомы. Хороший боец, так как он себя показывал в боях, очень силен. И сегодня он там, где должен был быть очень давно. В других организациях он показал, что у него уровень в топах. Его сразу ставят в мейн-эвент на Париж. То есть, получается, UFC тоже делает на него большую ставку? Конечно. Он доказал, как сказал, он показал, что юошный уровень это топ. Он, можно сказать, своих бывших соперников он их не чувствовал. То есть застоявшийся 155 дивизион он расшевелит? Думаю, да. Говоря про UFC Париж, в прошлом году в Париже был твой последний бой. Это 10 месяцев, почти 11 месяцев прошло с того момента. Как проходили эти твои последние 10 месяцев? Была ли у тебя возможность провести какой-то бой? Если не секрет, какой? Если была возможность. В общем, чем занимался? Тренировался, работал на свои слабые стороны, сильные тоже стороны. Мне недавно исполнилось 30 лет, так что уже есть время, чтобы прогрессировать и использовал это именно время, чтобы работать детали. И боев не предлагали с тех пор. Нам обещали пояс, и мы сейчас ждем. Пояс, вообще ходили слухи, что ты должен драться был с Хамзатом, но бой Стрикленда с Флаффи в феврале, кажется, это было. Все спутал. Это так на самом деле было или не было у вас никаких разговоров именно по Хамзату на весну? Мы заслуживали биться за пояс, но у нас не было такого конкретного разговора с UFC, как сейчас. Но что после этого боя, который прошел Хамзат против Стрикленда, что после мне гарантированно пояс 100%. Такого разговора не было, просто мы знали, что мы заслуживаем. Мы побили Адесанию, потом Боралю, проспект шел. Так как победил Стрикленд, мы понимаем бизнес, мы знали, что он может пройти вперед. У нас был потом сели разговор с UFC и объяснили, сказали, что надо будет чуть-чуть подождать, но после гарантированно пояс. Так был диалог, и мы понимаем, что не только исполнилось 30 лет, я уже прогрессирую, только мой прайм. И нет проблем, мы подождем. Ну а что-нибудь на замену тебе не предлагали, условно говоря, чтобы ты не простаивал? Дюплесси того же? Не, мы даже сами мы сказали, что чтобы не был простой, дайте нам Дюплесси. Они сказали, не, мы тебя видим только, чтобы дрался за пояс. И после этого боя гарантируем 100%. То есть позиция UFC, что следующий твой бой это 100% титульник? Да. Если сейчас, кстати, очень много говорят про то, что Хамзат особенно это говорит, что он хочет реванш,
со Стрикландом. Во-первых, веришь ли ты, что он останется в вашем дивизионе, учитывая, что ему, по слухам, весогонка далась очень тяжело? И если этот реванш случится, не обидно ли тебе будет? Потому что это еще минимум полгода простоя. Обидно. Ну, мне обещали, что будет бой за пояс. Я думаю, что этот бой будет, ну, мой следующий бой будет за пояс. А Хамзат, да, конечно, можно понять, что хочет взять реванш, хочет победить Стрикланда. Посмотрим, как будет. В конце решает UFC, и они вроде обещали и давали слово. Удивило ли тебя то, как складывался бой Хамзата и Шона? Да, удивил. Но Хамзат, не привыкли его видеть в такой ситуации. Он всегда доминирует. Как будто такое ощущение, что было, что ну, что-то шло не так. Потом, ну, потом уже сказали, что с весогонкой, то все проблемы были. Ну да, но все равно бой был близким. Можно было отдать Хамзату. Думаю, Хамзат, так как у него был пояс, Стрикланду надо было сделать больше, чтобы ему дали победу. А так бой был близкий. Прямо перед боем, когда Хамзат выходил, перед тем, как он зашел в клетку, он подошел к тебе, пожал тебе руку. Оценил такой жест с его стороны? Да, конечно, потому что, ну, там, как бы, выходишь в октагон, тебе о другом, как бы, есть думать. Бой, стресс, вот это все, ну, волнение. Он, ну, проявил уважение. Это показывает, что между нами, ну, как бы, уважительные отношения. У нас немало знакомых тоже общих. И вот так, и сами тоже знакомы, тренировались вместе. Хороший парень, уважением. И я также отношусь к нему. По поводу уважения, перед боем Хамзат и Стрикланд много всего друг другу наговорили. Сразу после боя, как просто казалось, между ними война буквально, но после боя. Во-первых, они ударили перчатки, они обнялись, Хамзат повязал ему пояс. Это нормально так зарывать топор войны после слов, которые были сказаны? По мне нет. Ну, каждый как бы по-своему думает. Мы не знаем, какие у них отношения. Они тренировались вместе. Мы видели, что до боя у них близкие отношения с тренером Стрикланда. Не знаем, что было сказано до боя. И может, да, раскрутка и так далее, бой. Это трэш-токинг, это что хотят люди. Ну, не знаю, какие были у них отношения. К этому есть свои причины, надо будет спросить, но я бы не пожал, конечно, руку Стрикланду, потому что у меня свои эти. Насрудин, ты парень очень спокойный, ты на медиадне тоже всегда разговариваешь примерно в такой же манере, как и сейчас мы с тобой общаемся. Ты готов к трэш-току со стороны Шона и готов ли ты ему отвечать, если ваш бой состоится в ближайшем будущем? Я ничего не планирую, ничего, не хочу играть в публику. Как будет, так будет. Посмотрим, как он будет себя вести. Если придется ответить, ответим и словесно, и физически. Так что нет проблем, всегда готовы к клетке за нее. Так что посмотрим, как будет. Ну, я не планирую делать трэш-ток. Я этого не делал. Ну, я и сказал, это не в твоем стиле даже. Нет, конечно. Если я раньше это не делал, зачем я сейчас буду делать? Пояс уже как бы достиг этого уровня. Пояс недалеко. Так не сейчас мне это приходится делать. А по поводу Хамзата, опять же, там, за пояс, не за пояс, но веришь ли ты, что клетка закроется и вы окажетесь внутри, друг против друга? Без разницы в 185, в 205? Мы с Хамзатом вполне возможно. Как я говорил, это спорт. Некоторые плохо поняли, когда мы говорили, что мы не хотели бы драться между собой. Они как бы подумали, что мы не хотим. Не хотели бы, но у нас нет выбора, и это спорт. Мы подеремся, конечно, без проблем. Но просто все равно знакомые тоже, как говорил, общие. Нелегко
каждый раз. И ему, наверное, звонки идут. Мне его не надо между собой туда-сюда. Все равно это большой как бы прессинг. А так это спорт. И если будет бой, будет без трешрокинга. Мы дадим фанатам, что они хотят. На самом деле важно это в бою, а не за пределами. Наш бой с ним был бы намного зрелищнее, думаю, чем с Стрикландом. Насрудин, и последнее. Совсем скоро в 170 дивизионе твой земляк Ислам Махачев будет защищать титул против Яна Герри. Как, на твой взгляд, сложится этот бой и кто выиграет? Думаю, уже Ислам многое доказал в этом спорте. И фаворит, конечно, Ислам. Думаю, он даже финиширует Гарри. Помучает сначала на полу и потом в конце финишировать его. Думаю, физическая мощь Ислама будет играть большую роль в этом бою. Спасибо большое, спасибо за время и надеюсь, Спасибо. скоро увидим тебя в октагоне. Спасибо большое. Удачи. Удачи, спасибо.